Если клиент пишет вам сегодня, он когда к вам придет? Через месяц или через 3 часа уже будет лежать на кушетке? Вообще же привычно оценивать уровень по занятости, мастера. Не так ли это? Но так ли это? Не так ли, но так ли? Эта запись на месяц вперед-то, она почему? Потому что вы профессионал, потому что вы работаете, может быть, быстро, или вас клиенты любят, или потому что вы наращиваете там 3 плюс часа, или работаете 1 день в неделю, например, а может быть, живете в соседнем каком-то населенном пункте и выезжаете только под конкретную запись. Вот что, как говорится, происходит, как понять? Это какие-то сигналы и звоночки, а какой из них тогда тревожный? Свободные окна – это плохо или это значит, что вы просто умеете в темпе работать? Или наоборот, плотная запись – это что? Это значит спрос такой или просто ограниченное количество рабочих часов? И что нам делать с такой близкой, родной фразой «не знаю, что будет завтра»? В современном темпе планировать на месяц вперед для многих это стресс реальный, и люди живут короткими решениями. Запись на месяц вперед для одних это безопасность, а для кого-то другого, и, как я считаю, для большей части, это напряжение. И я намеренно не поставлю вопрос, какой формат из двух правильный. Буду просто рассуждать. Предварительная запись или день в день я ее назвала. Это может быть запись день в день, а может быть запись на ближайшие 1, 2, 3 дня. Вот условимся так. И еще условимся, что я буду говорить только о мастерах, которые ведут частную практику, самостоятельно работают. Потому что если мешать в этот выпуск еще кучу малу и добавлять мастеров, которые работают в салонах под запись, как наемные работники, то получится такая чехарда, что вообще здесь не разберешься, неизвестно сколько. Вот. Потому что действительно ту свободу, которую может себе позволить мастер, работающий на себя, часто не может себе позволить мастер, работающий в салоне, потому что салоны часто выдвигают требования. В рабочее время вы не можете покидать стены студии, потому что там, например, может прийти клиент. Там очень жесткий тайминг, очень жесткий график, поэтому предварительная запись и запись день в день. Извините. Предварительная запись – это про планирование, про структуру, про ощущение стабильности. Спорно. Мастер заранее знает загрузку, мастер понимает, сколько заработает. Тоже спорно. Мастер может распределить свои силы, может планировать обучение, личные дела, отдых. Вообще не всегда. Ладно, я вас обдурила. Конечно же, объективности никакой от меня не ждите. Я же ярый представитель записи день в день. Поэтому даже неосознанно, но я буду вообще рубить на корню все аргументы за предварительную запись. Ведь они в большей части своей мне совсем не близки. Мой подход день в день, конечно, тоже не без изъянов, хотя я готова назвать буквально только 2. Но только мне он супер подходит. Но и еще я искренне считаю, что записывать клиентов за 2-3 дня лучше. И попробую это доказать. Но возвращаясь к предварительной записи. Это когда и вы, и клиент планируете запись заранее, за неделю, 2, месяц. Упаси бог, больше месяца. Значит, для мастера какие плюсы? Четкая загрузка, понятный доход, стабильный рабочий ритм и тревога, а будут ли клиенты, она вообще отсутствует. Пожалуйста, до той поры, пока эти самые клиенты не начнут отменять записи или переноситься. Ваша вся система предварительной записи и рухнула. И вы по-прежнему загрузку-то видите, только границы ее уже поплыли немножко. Доход был понятный, а уже и таковым его не назовешь.
А тревогу можно унять только листом ожидания, если таковой, конечно же, у вас имеется. А для клиента какие плюсы? Вот у нее стоит дата, все, она встроила эту процедуру в свой график, никакие окошки она не ловит, вот живет четко по плану. Но вот так опять незадача. Была свободна, а вот завтра на известную дату и вот командировка у меня назначена. Или ребенок с температурой слег, да, а вчера вообще с парнем она рассталась, обезумела от горя и вообще в Индию улетела дышать, сидя в позе лотоса, да. А что, если случилось так, что ресницы выпали? Ну, или не все, а какая-то часть хотя бы. Только давайте мне не пиликайте, что такого у вас никогда не было и так далее. Не верю. А если вы приклеиваете монолит вот к веку, который держится 3 месяца, это другой вопрос. Вот только ничего общего он с наращиванием ресниц не имеет. Когда клиенту-то переходить на эту переделку? Через 4 недели? Вот вам, пожалуйста, любые переносы, болезни, форс-мажоры никто не отменял, причем с обоих сторон, что немаловажно. А сам по себе этот график предполагает необходимость держать границы и не двигать его никуда. Запись на месяц вперед, да, звучит, красиво, да, но внутри это постоянные переносы, перестановки, и от этого раздражение. Это очень важно. Вы правда чувствуете себя зажатой. График вперед, он как будто бы проживает вашу жизнь за вас. И любое изменение выбивает из равновесия. Вот отсюда моя такая гипотеза, наверное, и появляются все те ролики об отмене записи, когда вот мастер вынужден сидеть 2 часа, то и больше в ожидании, и вот он сидит и спрашивает в соцсетях, как же мне поступить с этой мерзавкой. На мой взгляд, при плотной предварительной записи каждый перенос или какое-то малейшее опоздание, оно становится прямо катастрофой. Вы начинаете нервничать, злиться, считать быстрее потери и начинать вот эти выдумывать. Вам двойной прайс за опоздание, здесь делаем, что успеем, а вам вообще мы ничего не успеем, а вы только по предоплате 100% и далее. Предварительная запись, она, конечно, требует дисциплины и от мастера, и от клиента. Это нужно понимать. Поэтому вот в ней и есть эта сложность, потому что дисциплину эту не всегда обе стороны могут выполнить 100%, правда? И еще один важный здесь момент. Длинная запись – это не всегда высокая скорость и востребованность. Правда же? Иногда это просто ограниченное количество рабочих часов. Вторая работа имеется, например. Семья, родственники, состояние вашего здоровья. Иногда это длительная процедура, 3, 4 и больше часов. Иногда это сознательно, просто маленькая нагрузка, это выбор самого мастера по любым причинам. Поспать я люблю, например, работа подождет. Я не поддерживаю, конечно, такой подход, но и не осуждаю. В этом нет ничего плохого, просто формат. Медленно и мало работать тоже можно. А про то, как искусственно создавать дефицит, чтобы выглядеть востребованной, я вообще молчу. Можно я не буду это комментировать. Вот это вот все из разряда сделаю вид, что я так супер-пупер занята. Пусть знает, что я за птица такая высокого полета. Да, вот эти все истории. Все, молчу. То ли дело, мы переходим к формату день в день. Вот здесь у нас это гибкость и реакция на современный ритм. Заметили, да, мой тон сразу изменился? Извините, но я сказала, что буду доказывать вам и топить за формат день в день, чем, собственно, и займусь. Гибкость и реакция на современный ритм. Когда клиент живет короткими своими решениями, и мы, мастера, это прекрасно понимаем. В таком случае у нас минимум ожиданий друг от друга, но зато максимум оперативности. Захотела ресницы завтра, написала, пришла завтра. Решила сделать перерыв, написала через месяц, через полгода, да сколько угодно. Не захотела вообще ходить, пропала. Для клиента это ощущение свободы. Такой формат, конечно, требует от мастера эмоциональной устойчивости, умения работать в плотной динамике, высокую скорость желательно,
и быстроту принятия решений. Вот. И тогда, если эти качества есть, тогда формат день в день – это никакой не хаос, а это адаптация к реальности. В таком подходе действительно меньше прогнозируемости, да, это правда, меньше гарантированной загрузки, но по факту эта загрузка все равно есть, она такая же, как и всегда. То же самое количество клиентов плюс-минус пришло. Просто они пришли все хаотично, в разный период, в разное время и записались за 2 дня, а не заранее. Но по факту они все пришли. И вот здесь нужно сказать 2 вот эти минуса, которые я выделяю в этом подходе. Неопределенность в количестве клиентов и, соответственно, в заработке, да, то, что я сейчас косвенно затронула. И, скорее всего, мы можем устать не от работы, а от вот этой хаотичности. Но второй минус, он вообще абсолютно косвенный, то есть здесь больше зависит от того, как вы организовываете свои рабочие будни, вот и все. А первый минус я как будто бы уже тоже немножко разрушила, потому что по факту запись все равно есть и заработок, соответственно, тоже. Ну так вот, про организацию рабочих будней что хочется сказать. Действительно, при таком подходе часто приходится менять слоты в расписании местами, чтобы принять клиента. Но и нередки случаи, когда вот с утра пораньше просто стихийно расписались клиенты вообще под завязку на весь день. Ничего в этом нет страшного, работа есть работа. В том-то и прикол, что можно все поменять, переставить местами. Про отмены я уже немного говорила. Вот ни один из подходов никогда не спасет вас от отменов и переносов. Все они, как мы видим, они совершенно точно и в первом, и во втором подходе есть, они никуда не денутся. Роли это глобально на самом деле никакой не играет. Просто в предварительной записи эти отмены, они очень сильно ломают запись и опоздания, и переносы и так далее. И это очень сильно раздражает мастеров. В стихийной записи такого нету, потому что складывается ощущение, что как будто, и так никого не было, да, что переживать. Вообще самый крутой вариант, конечно, завязывать свою жизнь в одном районе, организовывать там работу, учебу, там дом, там какие-то процедуры свои, на которые вы ходите, не знаю, поликлиники, детсады, школы, все что угодно, все, чем вы пользуетесь, магазины, чтобы это все было в шаговой доступности. И благо работа наша позволяет это сделать, потому что в любом районе города есть желающие нарастить ресницы. Вот. В таком случае, даже если будет отмена, то вам будет чем заняться. И хорошо, когда на рабочем месте, кроме приема клиентов, вы можете другие какие-то вещи делать. Но это я уже начала про себя. Ну а что, мой подкаст, имею право. Я, например, одинокая, у меня самостоятельная дочь, и есть отдельный кабинет, и я могу там заниматься творчеством, чем, собственно, и занимаюсь. Жилье мое находится рядом, это шаговая доступность. Пока вот этот подкаст я вам записываю, пожалуйста, потом он превратится в статью, то есть это все взаимосвязано. С превеликим удовольствием, пока записываю этот выпуск, и мне напишет клиентка, я напишу ей: приходи хоть через час, хоть через 15 минут. Вот это, я считаю, что мой подход, он просто со всех сторон идеальный, и всем я советую не тратить свои драгоценные минуты, часы на вот какие-то лишние телодвижения, поездки и так далее, организовывать свою жизнь, свою работу, чтобы все это было удобно. Ну, по возможности, естественно. Вот что я хочу сказать. Так, закончила про себя любимую. Что важно сказать дальше? Ни один формат сам по себе вообще о профессионализме ничего не говорит. Профессионализм, потому что это качество работы, безопасность, стабильность результата, комфорт клиента, да, вот такие вещи. А запись – это всего лишь отражение вашей скорости, там, не знаю, темперамента, вашей энергии, жизненной стратегии и так далее.
Кто-то выбирает стабильность, кто-то выбирает гибкость. И как бы оба эти варианта могут быть. Вот. И иногда мастера выбирают формат не из своих каких-то предпочтений, а из-за того, что кто-то там что-то там сказал. Я, например, 1000 миллиардов раз слышала, что не иметь предварительной записи, вы что, серьезно? Это же вообще не солидно, это тупо. Но я вам скажу, что эта формулировка полная неправда. Формат должен совпадать с вами, и тогда он начнет просто у вас усиливать, а если он не совпадает, он вас сломает к чертовой матери. И вообще хорошо бы сочетать эти два формата, потому что несмотря на то, что все-таки основная масса живет, сидя на пороховой бочке, вот мой подход, за что я топлю, именно эти наши клиенты, которые любят записываться на завтра, их огромное количество, а все-таки какая-то часть более меньшая, но они живут по своему расписанию, и у них все под контролем. Но здесь вот главное это что? Что клиенту важно, чтобы просто было понятно и легко, вот именно для него. За 2 недели скажете, окей, он запишется за 2 недели. На сегодня запишите, тоже вообще супер. Клиенту важно просто записаться. Без вот этих вот квестов, без ожидания окошек, когда там они появятся через 4 недели. Без ощущения, что он просит у вас какое-то одолжение. А мастеру важно записать этого клиента четко, быстро и понятно. Ну правда ведь? И давайте честно, нам самим гораздо спокойнее, да, становится, когда есть свободные окошечки вот на ближайшие дни. Это 100% Ой, заговорилась, сейчас что-то я заторопилась. Это 100% снижает напряжение и дает маневренность. Я просто очень хочу закончить этот выпуск. Я его написала буквально за 2 часа. И я хочу его вот прям довести до завершения, поставить рекорд, так сказать. Обычно я пишу эти тексты, подкасты, эти все сценарии, днями и неделями. А сегодня у меня вот всего лишь 3 часа пока на это ушло. Там еще плюс-минус корректировка небольшая, и вот за 4 справлюсь. Это будет мой рекорд. Вот. Мастеру важно записать, да, четко, быстро, понятно. И это позволяет реагировать на ситуацию, а не сидеть просто и трястись, да, считать вот эти сегодня убытки и пытаться спасти вот этот сломанный график. Надо помнить обязательно, что мы персонал обслуживающий и оказываем услугу. И как бы нам не хотелось романтизировать вот эту занятость, клиент все равно не обязан подстраиваться под наши какие-то внутренние процессы. Ему должно быть удобно. Мы, обслуживающий персонал, клиенту должно быть с нами удобно и комфортно, без лишних сложностей. И профессионализм как раз-таки начинается там, где эти договоренности выполняются, и клиент не переживает за организацию вот этой записи. Потому что уровень вашей работы – это не плотность вашей записи и месячной вперед, а уровень – это просто порядок в ней. Чем меньше в вашей вот этой системе лишнего напряжения, тем вы сами спокойнее, и тем клиент лояльнее. Точка. 100% вам говорю. Какой вывод можно из всего этого сделать? Запись на месяцы вперед не делает вас серьезнее, а запись день в день не сделает вас легкомысленным. Плотный график не равен востребованности, это не так. А свободные окна не равны провалу, что вы совершенно никому не нужны, это не так. Сильный мастер не тот, у кого расписано на месяц. Сильный мастер – это у кого понятные правила, прозрачные условия, стабильное качество, уважение к своему времени, времени клиента и так далее. Система записи должна работать. Она не может рушиться от одного просто какого-то переноса или отмены. Когда вы не злитесь на каждую отмену, когда вы не драматизируете опоздание, не сидите в сторис с вопросом, как же наказать клиентку. Формат записи – это лишь способ организации вашей жизни, какой бы он ни был. И в заключение поговорка: познавший дзен никуда не спешит. Спасибо за внимание большое.